Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем удивительный мир климатических явлений, и в центре нашего внимания окажется феномен Эль-Ниньо. Этот мощный природный процесс способен кардинально изменить климатические условия по всему земному шару. Как такое возможно? В этом видео мы расскажем вам, как Эль-Ниньо влияет на погоду, урожай и даже экономику стран. Вы узнаете, почему Эль-Ниньо может вызвать засухи в одних регионах и наводнения в других, а также мы объясним, какие механизмы стоят за этими изменениями и какие прогнозы делают ученые на будущее. Готовы раскрыть тайны Эль-Ниньо и понять его влияние на нашу планету? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе исследуем это природное явление. Эль-Ниньо – это феномен колебания температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, в результате которого экваториальная часть океана становится теплее обычного. Обратный процесс, когда вода становится холоднее обычного, например, на ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти явления не просто океанические события, их влияние простирается далеко за пределы акватории. Дело в том, что изменение температуры поверхности вод самого большого океана планеты влияет на ветер и движение воздушных масс, а это влечет за собой временную, но сильную перестройку глобальной атмосферы и погодные аномалии. События происходят каждые 2-7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли. Нерегулярная природа Эль-Ниньо и Ла-Ниньи означает, что они не имеют четкой периодичности и длительности. Например, Эль-Ниньо может длиться от 9 до 12 месяцев. Да, бывает так, что в какие-то годы эти явления вообще не фиксируют. Однако распознавание и изучение нагревания, вызванного Эль-Ниньо, и охлаждение от Ла-Ниньи очень много значат для прогнозирования и понимания широкого спектра метеорологических воздействий, которые они вызывают. Природное явление Эль-Ниньо было замечено перуанскими рыбаками еще во времена великих географических открытий, более 500 лет тому назад. У западного побережья Южной Америки внезапно возникало теплое течение на месте всегда богатого рыбой холодного перуанского апвеллинга, то есть на месте подъема глубинных вод океана к поверхности. Это течение появлялось в декабре, под католическое Рождество, и поэтому получило название Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает «младенец» или «мальчик», а Ла-Нинья, соответственно, переводится как «девочка». Под конец XIX века некоторые ученые поняли, что засухи в Индии и Австралии происходят в одно и то же время. Также поднимались темы о связи теплого северного течения у побережья Перу с наводнениями в этой стране. В 1923 году Гилберт Томас Уокер, английский физик и статистик XX века, впервые описал южную осцилляцию – климатическое явление, связанное с изменениями температуры воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Именно Уокер ввел сами термины «южная осцилляция», «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья». Долгое время на явление Эль-Ниньо не обращали почти никакого внимания, считая его региональным. Только к концу 20 века выяснились связи Эль-Ниньо с климатом планеты. Но как и почему вообще возникает Эль-Ниньо? В нормальных условиях течение несет холодные воды вдоль западного побережья нижней части Южной Америки. Пассаты, ветровые течения, отгоняют нагретый поверхностный слой в западную часть Тихого океана. Так холодные воды накапливаются на востоке, а теплые на западе. Поэтому у побережья Перу вода прогревается до 22-24 градусов Цельсия, а у берегов Австралии и Индонезии температура может достигать 30 градусов Цельсия. В период Эль-Ниньо поток теплых вод, наоборот, идет к перуанским берегам, а холодные океанические воды поднимаются медленнее. Пассаты тоже ослабевают, и в результате поверхностные воды прогреваются на большей площади Тихого океана. Эта теплая вода является главным фактором изменений, которые влияют не только на местный климат, но и на всю планету. Как правило, Эль-Ниньо развивается в несколько основных этапов. Первый этап – пассаты начинают ослабевать, а океан демонстрирует признаки потепления. Второй этап – в Тихом океане наблюдается значительное повышение температуры, в то время как в атмосфере происходят существенные изменения. Третий этап – влияние Эль-Ниньо становится более очевидным. Изменяется количество осадков, температура. Четвертый этап – со временем пассаты возвращаются к своей обычной силе.
и океан начинает медленно остывать. Часто за Эль-Ниньо сразу следует Ла-Нинья, как будто теплая вода плещется туда-сюда через Тихий океан. И если Эль-Ниньо происходит, когда пассаты слабее обычного, то Ла-Нинья происходит, когда они сильнее обычного. Оба цикла обычно достигают пика в декабре. Эль-Ниньо не остается незамеченным, поскольку изменения, вызванные этим явлением, имеют радикальные последствия в различных регионах мира. Как мы упоминали ранее, во время Эль-Ниньо потепление Тихого океана может привести к увеличению количества осадков в некоторых регионах и к засухе в других. Кроме того, изменение температуры океанических вод сильно влияет на жизнь людей в странах, близких к экватору. Климат становится теплее, но в разных регионах это приводит к разным последствиям. На северо-западе Мексики, юго-востоке США, в Перу и Эквадоре воздух становится более влажным. В Колумбии, странах Центральной Америки, Индонезии, на Филиппинах и в Северной Австралии климат, наоборот, становится суше. Так, в одних местах Эль-Ниньо приводит к наводнениям и необычным для регионов снегопадам, а других — к засухам и лесным пожарам. Например, Эль-Ниньо 1997-98 годов и 2015-16 годов привел к катастрофическим наводнениям в восточной части Тихого океана. Африку, Австралию и Юго-Восточную Азию в тот период охватила сильная засуха. Эль-Ниньо влияет даже на тропические циклоны в целом, заметно снижая их активность. В довершение всего Эль-Ниньо может быть связан с возникновением красных приливов. Красные приливы – явление, при котором вода в океане становится красной или буро-красной из-за массового размножения определенных видов микроскопических водорослей. В период активной фазы Эль-Ниньо бурный рост одноклеточных водорослей наблюдался от чилийских берегов до Калифорнии. Во время Эль-Ниньо океан передает часть избыточного тепла и влаги в атмосферу. Это можно сравнить с варкой макарон, когда на кухне становится жарко. В дополнение к изменению климата Эль-Ниньо может добавить до 0,2 градусов к средней температуре на Земле. Например, самым жарким в истории был 2016 год, когда в том числе был особо интенсивный Эль-Ниньо. Температура поверхности океана повысилась на близкие к рекордным 2,4 градусов Цельсия. Прямой угрозы для здоровья и жизнедеятельности человека феномен Эль-Ниньо не несет. Однако преимущественно в южном полушарии он вызывает экстремальные погодные условия, которые могут способствовать вспышкам заболеваний, передающихся комарами: малярия, лихорадка Денге, лихорадка долины Рифт. Подобные случаи в годы появления Эль-Ниньо были зафиксированы в Индии, Венесуэле и Колумбии. Ярким примером является тяжелая вспышка лихорадки долины Рифт, произошедшая после экстремальных осадков из-за Эль-Ниньо в северо-восточной части Кении и в южной части Сомали в 1997-98 годах. Что касается Ла-Нинья, то это явление климат не меняет, а можно сказать, что усиливает типичные климатические условия в той или иной местности. Однако Ла-Нинья тоже несет разрушение, ведь также может приводить к засухам или наводнениям, в зависимости от региона. Эль-Ниньо влияет на жизни людей, являясь катализатором экономических и социальных проблем. Возьмем сельское хозяйство. Эль-Ниньо может стать причиной снижения урожайности в районах, пострадавших от засухи, или же уничтожая избыточными осадками и наводнениями агрокультурные комплексы там, где дождей априори должно быть немного. Как, например, засуха и последующее повышение цен на продукты, случившиеся в период Эль-Ниньо в 2007 году, вызвали беспорядки в Египте, Камеруне и на Гаити. Изобилие осадков может обернуться катастрофой для горных регионов, таких как Перу, где сильные дожди могут породить сходы селей, оползней и наводнения. Также Эль-Ниньо воздействует и на рыбную промышленность, поскольку более теплые воды нарушают пищевые цепочки и среду обитания морских жителей, что часто приводит к миграции популяций и плохому улову. В целом, экономические последствия Эль-Ниньо значительны. Они могут привести к колебаниям цен на сырьевые товары и повлиять на энергетический спрос. Неопределенность и риск, связанные с Эль-Ниньо, указывают на то, что крупным предприятиям нужен доступ к точным климатическим прогнозам.
А вообще, можно ли предсказать Эль-Ниньо? Как мы уже говорили, океанические воды могут нагреваться как раз в 2 года, так и раз в 7 лет. И да, раньше это явление считалось непредсказуемым. К настоящему моменту ученые научились предсказывать Эль-Ниньо, хотя сделать это непросто. Существует такая организация, как NOAA. Это научное учреждение при Министерстве торговли США, занимающиеся проблемами океанов и атмосферы. Ее сотрудники используют спутники, океанические буи и передовые климатические модели для мониторинга Тихого океана. Как это работает на практике? Примерно так. Буи, расположенные в Тихом океане, постоянно собирают данные о температуре воды, глубине термоклина, слоя, где резко меняется температура, и скорости течений. Спутники позволяют отслеживать облачность, осадки и изменения в океанических циркуляциях. Отслеживание изменений в атмосферном давлении в экваториальной части Тихого океана также является важным показателем. Кроме того, ученые используют компьютерные модели для симуляции различных климатических сценариев и прогнозирования будущих изменений. Все эти системы способны обнаружить первые признаки Эль-Ниньо, такие как ослабление пассатов или изменение температуры океана. Сегодня исследователи могут прогнозировать события Эль-Ниньо на 18 месяцев вперед. Прогнозы могут быть ценными для планирования чрезвычайных ситуаций и управления ресурсами, позволяя правительствам принимать своевременные меры. Ведь заблаговременное предупреждение об экстремальных погодных и климатических явлениях, связанных с Эль-Ниньо, могут спасти бесчисленное количество жизней. Эль-Ниньо — это яркий пример того, как природа может влиять на жизнь людей, экосистемы и экономику. Понимание этого явления помогает нам лучше подготовиться к его последствиям и адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Надеемся, что наше видео помогло вам глубже понять эту тему и осознать важность научных исследований в области климатологии. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. А как вы думаете, можно ли смягчить последствия Эль-Ниньо? Или человек бессилен перед природой? Пишите свои ответы в комментариях.